Смонтировать видео, которое будет профессионально, теперь легко. Ведь в состав пакета Microsoft Office Online входит видеоредактор, который называется Microsoft ClickChamp. Microsoft ClickChamp это даже больше, чем видеоредактор, ведь он позволяет не только монтировать видео, но также умеет записывать видео с экрана вашего компьютера, умеет записывать видео с веб-камеры, можно накладывать видео с веб-камеры с записью экрана. Также он умеет преобразовывать текст в голос и поддерживает большое количество языков, включая русский язык тоже. Всем привет! С вами Андрей и YouTube канал Совет Эксперта. Не забывайте подписаться на канал, если вы в первый раз здесь, а также ставить лайк и делиться этим видео. ClickChamp это бесплатный видеоредактор от Microsoft. И в этом видео я покажу, как легко и просто монтировать видеофайлы при помощи этого онлайн-видеоредактора, а также какие дополнительные полезные возможности у него есть. Microsoft ClickChamp доступен онлайн как часть пакета Microsoft Office. Но если у вас, скажем, Windows 10, то вы можете его поставить себе как приложение для компьютера, скачав из магазина приложений. А если у вас Windows 11, то он у вас уже, скорее всего, стоит на компьютере, как говорится, из коробки. В ClickChamp есть все, что необходимо для монтажа видео. Видеофрагменты можно склеивать, резать, менять размер, добавлять текст, изображение, красивые переходы между фрагментами. Но помимо всего этого у него есть также дополнительные возможности, такие как, например, запись экрана, запись с веб-камеры, может преобразовывать текст в голос. И вдобавок ко всему, ClickChamp содержит большую коллекцию шаблонов, видеофайлов, изображений и музыки, которые вы можете добавлять в свои видеофайлы совершенно бесплатно. Давайте теперь запустим ClickChamp. В первую очередь нужно открыть браузер и зайти на office.com. Далее на главной странице нажмите кнопку «Вход». Здесь нам нужно войти в office.com при помощи нашего Microsoft аккаунта. Он у вас уже есть, если, скажем, у вас есть аккаунт в Skype или аккаунт для Windows 10, Windows 11. В любом случае, если у вас учетной записи Microsoft еще нету, ее можно всегда создать бесплатно, воспользовавшись ссылкой «Создай ее». Готово. Мы находимся в интерфейсе Office 365, Office Online. Теперь обратите внимание на панель слева и на последнюю кнопку, которая называется «Приложение». Нажимайте на нее. И здесь нужно выбрать иконку онлайн-редактора ClickChamp. Нажимаем на нее. Обратите внимание сейчас на панельку внизу, которая говорит о том, что для нормальной работы онлайн-видеоредактора нужно принять куки. Поэтому я рекомендую нажать кнопку «Принять все куки-файлы». Готово. Теперь давайте войдем в ClickChamp с вашим Microsoft аккаунтом еще раз. Для этого нужно нажать на кнопку «Продолжить через Microsoft» в скобках «Личный аккаунт». Первая загрузка ClickChamp может занимать довольно большое время, но все последующие загрузки будут намного быстрее. Итак, мы попали в главное окно, в главную страницу онлайн-редактора ClickChamp. Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению функций онлайн-видеоредактора ClickChamp, давайте сравним платную и бесплатную версии. Для этого нужно нажать на кнопку «Повысить тариф». И здесь нам откроется табличка, которая позволяет сравнить бесплатную и платную версии. Как вы видите, большинство функций, которые необходимы для работы, для монтажа видео, доступны в бесплатной версии. По моему мнению, базовый тариф содержит все необходимые функции для редактирования видео и даже больше. Вы можете редактировать видео, сохранять его без водяных знаков, в хорошем разрешении, пользоваться коллекцией музыки, картинок и видео. Да, бесплатная коллекция не такая большая, как на платном плане, но все равно они доступны. Используются различные переходы и фильтры. Основное ограничение бесплатной версии состоит в том, что на бесплатном плане доступно небольшое количество изображений, видео, музыки, которые можно использовать по сравнению с премиум версией. Нету резервного копирования и недоступна такая функциональность, которая называется пакет фирменного стиля. Давайте закроем это окно. Теперь давайте перейдем к редактированию видео. Есть несколько способов, как можно начать работать с новым видео в ClickChamp. Одна из них это нажать на кнопку «Создать новое видео», если вы хотите работать над новым роликом. Называется «С чистого листа». Можно воспользоваться кнопкой «Записать что-нибудь», если вам нужно записать экран или видео с веб-камеры. Или, может быть, преобразовать текст в голос. Можно также воспользоваться каким-то одним из уже готовых шаблонов для вашего видеопроекта. Сейчас я покажу, как вообще работать с видеофайлами, которые у вас есть, что называется, с чистого листа. Поэтому я нажимаю на кнопку «Создать новое видео». Готово. Мы попали
в основной интерфейс онлайн-видеоредактора Clipchamp. Между прочим, чтобы вернуться назад на главную страницу Clipchamp, нужно нажать на иконку Clipchamp в левом верхнем углу. Вот она. И здесь выбрать команду на главную. После этого вы опять попадаете в главную страницу Clipchamp. Чтобы продолжить редактирование видео, можно прокрутить немножко ниже. И здесь есть в разделе «Ваше видео» то видео, над которым мы начали работать. Нажимаем на него опять, чтобы продолжить работу с ним. Я бы сказал, что видеоредактор выглядит довольно традиционно. По центру находится большая область для предварительного просмотра видео. Внизу находится шкала времени. Слева и справа расположены различные инструменты. В левой части также есть панель, которая показывает, какие аудио, картинки у вас есть для работы над вашим видео. Давайте теперь дадим название нашему видеопроекту. В поле верхней части экрана видно, что у моего видео еще нет названия. Тут написано «Видео без названия». Давайте его как-нибудь назовем, чтобы было легче в дальнейшем ориентироваться, когда у меня будет много видеопроектов. Например, я хочу его назвать «Поезд». Готово. Теперь нужно добавить видеофайлы, которые я буду редактировать в онлайн-видеоредактор. Для этого есть большая круглая кнопка с плюсом. Нажимаем на нее, и появляется специальная панелька, которая позволяет добавлять медиафайлы, картинки, видео, музыку в ваш проект. Сюда можно напрямую перетаскивать файлы, либо нажать на ссылку, выбрать из папки, тогда у вас откроется диалог для выбора нужного файла с вашего компьютера. Можно также добавлять файлы из облачных хранилищ, такие как Dropbox, Google Drive, OneDrive или Google Photos. А также очень удобно реализована функция переброски видео, картинок прямо с вашего телефона. Этой функцией я сейчас и воспользуюсь. Нажимайте на синюю кнопку с телефона. Сейчас у нас появился QR-код, который нужно отсканировать с телефона. И на телефоне откроется специальная веб-страница, которая позволит вам выбрать файлы на вашем телефоне, и они будут загружены в онлайн-видеоредактор Clipchamp. Что я сейчас и сделаю. Так, я беру свой телефон, сканирую QR-код. У меня открылся веб-сайт, который позволяет мне выбрать медиафайлы. Тут есть кнопка «Выбрать медиафайлы», я ее нажимаю. Далее я могу напрямую сделать фотографию, видео сразу здесь, либо выбрать последний пункт, это файлы с моего телефона. Я его и выбираю. После того, как медиафайлы выбраны, вы видите, что Clipchamp показывает процесс скачивания этих файлов в онлайн-видеоредактор. Итак, видео загрузили с моего телефона, стали доступны и видны в онлайн-видеоредакторе, и обратите внимание на шкалу времени. Она как бы подсказывает, что именно сюда нужно перетаскивать видеофайлы для их дальнейшего редактирования. Так и сделаем. И перетащу второй. Чтобы перетащить на видеофрагмент, нужно нажать мышкой и затем перетаскивать. Готово. Если на шкале времени у вас находится много фрагментов, может быть тяжело понять, сколько у вас фрагментов находится, на каком именно вы сейчас находитесь. Для того, чтобы увидеть все видеофрагменты, можно менять масштаб на шкале времени. Для этого нужно воспользоваться кнопками плюс-минус. Вот здесь вот над шкалой времени. Я нажму кнопку минус несколько раз, чтобы лучше видеть, какие видеофрагменты у меня есть. Давайте посмотрим, какие элементы управления сейчас есть в интерфейсе Clipchamp, которые нам будут важны для редактирования видео. Первое, конечно же, обратите внимание на прямоугольник с цифрами. Он показывает, какое разрешение будет у вас итоговое видео. Сейчас выбрано разрешение для наиболее удобного просмотра YouTube на компьютере, на телевизоре. Но, например, если вы делаете видео, рассчитанное на мобильный телефон, то можете выбрать другое разрешение – 9:16. И обратите внимание, как Clipchamp показывает, как изменится в таком случае видимая область в вашем видео. Например, если я выберу мобильный телефон, видите, что он сразу изменил размер видео, у меня появились черные фрагменты сверху и снизу над видео. Это можно исправить. Если сейчас взять ползунок, отображающий текущее положение на видео, и перетащить на выделенный фрагмент на шкале времени, в области просмотра над видео появилась рамка, при помощи которой можно менять размеры видео. Также здесь можно обратить внимание, подогнать видео под размер области, можно обрезать видео, удобны функции поворота видео или отражения по вертикали или горизонтали. Например, вот мы повернули видео. Давайте вернем его в оригинальный вид. А также можно отражать по
горизонтали, либо по вертикали. Но давайте я вернусь к моему обычному размеру, который мне нужен. Вот он. Теперь, чтобы видео заняло всю рабочую часть, нужно нажать на первую кнопку «Подогнать». Давайте посмотрим теперь, как редактировать видео при помощи ClickChamp. На шкале времени обратите внимание на ползунок, показывающий текущий кадр. Он очень важен, потому что как только этот ползунок попадает в выбранный фрагмент видео на шкале времени, видите, он выделяется зеленой рамкой, сразу в области просмотра у вас появляется элемент управления, который помогает вам редактировать размер видео, поворачивать его, отражать по вертикали, по горизонтали и так далее. Теперь давайте отредактируем наше видео. Я выберу первый фрагмент и хочу обрезать его начало. И для этого я могу ползунок текущего положения выставить на тот кадр, с которого я хочу, чтобы видео мое начиналось, например, отсюда. И нажать кнопочку с изображением ножниц. И мой фрагмент разделился на два. Ненужный фрагмент я могу удалить, нажав на изображение кнопки с мусоркой. Чтобы вначале не было черного кусочка, я могу выделить два фрагмента сразу и подвинуть их вместе к левому углу. Аналогичным образом можно отредактировать и второй кусочек. Если вы совершили какую-то ошибку и хотите отменить последнее редактирование видео, для этого можно воспользоваться кнопкой с изображением стрелочки назад, которая подсказывает нам, что это команда «Отменить». Можно нажать несколько раз, и вы видите, что все те редактирования, которые я делал, например, удалял фрагмент видео, они вернулись назад. Давайте посмотрим, что еще есть интересного в интерфейсе программы ClickChamp. Посмотрите на панельку слева. Итак, первый пункт называется «Запись и создание». Здесь собраны инструменты для записи экрана, камеры, веб-камеры и преобразования текста в речь. Запись экрана я покажу чуть позже. Давайте сейчас посмотрим, как выглядит преобразование текста в речь. Нажмем на эту кнопку, и сразу появляется диалог, который позволяет нам выбрать язык, текст с которого мы хотим преобразовать в голос. Можно выбирать разные голоса. В русском варианте доступны 3, 2 женских, мужской. Доступны разные тона голоса. Давайте проверим, как это работает. Например, я напишу вот такую фразу. Теперь можем нажать кнопку «Прослушать». Привет и подписывайся на YouTube канал «Совет эксперта». Можем поменять голос, например, с женского на мужской и послушать, как это звучит. Привет и подписывайся на YouTube канал «Совет эксперта». Если вам нравится результат, можно нажать синюю кнопку в медиатеку. И тот аудиофайл, который создался путем преобразования текста в голос, вот он доступен здесь. И подписывайся на YouTube канал «Совет эксперта». Я его могу перетащить и где-нибудь поставить, например, в начале моего видео. Давайте посмотрим, как это теперь будет выглядеть. Привет и подписывайся на YouTube канал «Совет эксперта». По-моему, неплохо. Единственное, что мешает шумы вокзала, поэтому мы можем нажать на видеофрагмент, в панельке справа выбрать инструмент аудио и уменьшить громкость аудио с видеофрагментом. Прослушаем сначала. Привет и подписывайся на YouTube канал «Совет эксперта». Замечательно. Давайте посмотрим, какие здесь еще есть возможности. Опять смотрим на панельку слева. Шаблоны. Здесь собраны различные шаблоны, которые можно применять в работе над своими видеопроектами. Здесь отображаются категории. Например, в этой категории собраны те шаблоны, которые помогают в работе над видео для YouTube. Музыка и эффекты. Здесь есть различные музыкальные файлы, которые можно использовать в оформлении своего видео. Если музыкальный файл доступен бесплатно, то на нем написано «бесплатно». Если он является частью премиум подписки, то будет такая иконочка с изображением алмазика. Аналогично стоковые видео, различные видеофрагменты, которые можно использовать на своем видео. Аналогично стоковые изображения, различного рода картинки, которые можно использовать в оформлении своего видеопроекта. Текст. Это возможность добавлять различные надписи и заголовки в ваш видеопроект. Каким образом это делается? Вы наводите курсором мыши на квадрат, который вам нравится, и он показывает, как этот текст появится на вашем видео. Давайте теперь добавим какой-нибудь текст к нашему видеопроекту, например, вариант круг. Для этого я могу вытянуть его на шкалу времени, этот эффект. Он положился автоматически над видео.
Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Привет и подписывайся на YouTube канал Совет Эксперт. Отлично, теперь давайте слово «круг» заменим на слово «поезд». Для этого надо убедиться, что на шкале времени выбран элемент с текстом, а на панели справа найдите кнопку, где написано «текст». И здесь слово «круг» давайте заменим на слово «прибытие поезда». Готово. Можем посмотреть, как это будет выглядеть, нажав на проигрыватель в центре экрана. Привет и подписывайся на YouTube канал Совет Эксперта. По-моему, неплохо. Посмотрим дальше. Графика. Здесь собраны тоже изображения, графические изображения, которые можно добавлять на ваше видео, чтобы делать его интереснее. Переходы. Здесь собраны различные эффекты, которые помогают вам переходить от одного видеофрагмента к другому и делать это в каком-то красивом анимированном стиле. Ну, например, возьмем вариант плитка, нажмем на него и вытащим этот переход между двумя фрагментами. Обратите внимание на плюсики, которые появляются между видеофрагментами. Именно на них можно наложить переход. Добавил я переход. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я перетащу ползунок времени ближе к переходу, чтобы было видно, как работает переход. И включаем проигрыватель в области просмотра. И вот, видели, плиточка, переход между двумя видеофрагментами. Последний инструмент на панели слева называется пакет фирменного стиля. Но это уже часть платной подписки, поэтому мы на нем останавливаться не будем. Чтобы вернуться к вашим медиафайлам, над которыми вы работали, нужно нажать на первую кнопку, которая называется «Ваши медиафайлы». Медиафайлы могут быть разных типов, это могут быть видео, аудио, картинки. И вы можете переключаться между ними, если у вас их много, скажем. По умолчанию выбран вариант «Все», когда вы видите все вместе в одной куче. Ну, например, если вы хотите посмотреть только аудиофайлы, можно нажать на вкладку «Аудио». И здесь отображается только аудио, фрагменты из вашего проекта. Если нажать видео, то будут только видеофрагменты. Картинки, соответственно, только картинки. Ну а все вы видите, все вместе. Чтобы сохранить ваш проект как видеофайл, нужно нажать на кнопку «Экспортировать». И вы видите, что даже на бесплатном плане доступный вариант HD, который называется 1080, если его выбрать. Формирование нового видеофайла автоматически началось. При этом ваше видео можно сразу выгрузить, скажем, на YouTube, в TikTok или сохранить в облачном хранилище OneDrive, Dropbox и тому подобное. Теперь я хочу показать, как при помощи Clipchamp можно записать экран. Я вернулся на главную страницу Clipchamp. И здесь есть кнопка «Записать что-нибудь». Нажимаем на нее. У нас создается новый проект и сразу открыты инструменты для записи экрана и с веб-камеры. Выберем вариант «Запись с экрана». Браузер нас просит дать разрешение приложению записывать экран. Говорим «Разрешить». Нажимаем на кнопку записи. Clipchamp нам предлагает несколько вариантов. Можно записать весь экран сразу, либо записать конкретное окно, либо записать какую-то вкладку браузера. Давайте выберем вариант «Весь экран». Также есть опции для того, чтобы компьютер мог записывать системные звуки. Если она вам нужна, вы галочку нажимаете. Видите, кнопка «Поделиться» недоступна. Здесь важно нажать на картинку с изображением экрана, и после этого кнопка «Поделиться» становится доступной. Нажимаем на нее. Пошла запись экрана. Мы получили внизу уведомление, что Clipchamp записывает экран и звуки с нашего компьютера. Это то, что нам и нужно, поэтому можем скрыть эту панельку. И сейчас идет запись экрана. Я нажму на шаблоны, выберу какой-нибудь шаблон. Теперь я могу остановить запись экрана. У меня появилось окно предварительного просмотра моей записи. Если запись экрана меня устраивает, нажимаем кнопку «Редактировать». Если запись не устраивает, надо нажать кнопку «Перезаписать». Например, запись меня устраивает, я нажимаю кнопку «Редактировать». После этого запись скачивается и доступна как видеофрагмент в новом проекте. Чтобы сохранить этот файл к себе на компьютер, нужно нажать команду «Экспортировать» и выбрать нужное разрешение. Еще одна интересная возможность, на которую хочу обратить внимание, состоит в том, что если вам понравился Clipchamp и вы хотите иметь ярлык для быстрого его запуска, то его можно установить как приложение к себе на компьютер прямо из веб-интерфейса. Для этого нажмите на кнопку в левом верхнем углу. И здесь нужно выбрать кнопку «Установить». Причем неважно, что у вас Windows, Mac или Linux, Clipchamp установится у вас как браузерное приложение в вашу операционную систему.
В заключение хочу отметить, что если вам понравился онлайн-видеоредактор ClickChamp, то я советую изучить его горячие клавиши, чтобы быстрее работать в этом онлайн-видеоредакторе. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получилось, напишите мне в комментариях, я всем с удовольствием отвечу. Если вы в первый раз на канале, не забывайте подписаться на канал, а также ставить лайк и делиться этим видео. До новых встреч!